Друзья, всем привет! Вот у меня вот с этим цветком, это хомидорея, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то происходит, понять не могу. От вредителей обработала, все равно как-то он выглядит не совсем хорошо. Очень много было желтых таких вот сухих кончиков, все я удалила, но все равно. Так как вредителей нет, нужно будет подкормить. И сегодня я как раз буду подкармливать и вам покажу, что я делаю. Потому что на других цветах я уже испробовала эту подкормку. Прям вообще супер они развиваются, и поэтому придется сделать с ним то же самое. Смотрите, после этой подкормки какие листья пошли огромные. Поэтому будем пробовать. И это подкормка из дрожжей. Очень известная, эффективная подкормка. Дрожжи содержат массу полезностей. Витамины группы В, есть фитогормоны, есть витамины, которые стимулируют рост и другие. То есть дрожжевая подкормка приравнивается к полному минеральному удобрению. Эта подкормка как раз для моего цветка. Нужно, чтобы оно росло, чтобы с корневой системой было все в порядке. Цвести оно не цветет, но также и помогает и для цветения. И мне еще что нужно, чтобы микрофлора земли улучшилась. Может быть, это связано с этим. То есть, можно так сказать, цветы будут расти как на дрожжах, но это так по-народному. И сейчас я вам покажу рецепт. Рецепт очень простой. Можно взять сухие дрожжи, можно взять прессованные дрожжи. Но я предпочитаю вот именно с такими. На 1 литр воды, то есть вот точный рецепт, 1 грамм дрожжей и 1 чайная ложка обычного сахара. Вода должна быть теплой. Перемешиваем и настаиваем примерно где-то 2-3 часа в теплом месте, чтобы дрожжи с сахаром, с водой заработали. После того, как прошло у меня, по-моему, 2,5 часа, еще раз перемешиваем. И перед внесением подкормки ее нужно будет развести в отношении 1 к 5. 1 стакан настоя на 5 стаканов воды. Перед внесением любой подкормки грунт должен быть политым. То есть вчера я пролила хорошо грунт. Я уже знала, что я буду вносить подкормку, поэтому нужно было это сделать. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Перемешиваем. Здесь 5 стаканов воды и 1 стакан настоя дрожжевого. И теперь можно поливать растения. Эти растения я тоже хочу удобрить. Друзья, я пролила растения, которые, как мне показалось, нуждались в такой вот минеральной подкормке. Надеюсь, все будет отлично. Напишите, пожалуйста, под видео, что вы думаете насчет этого совета, будет интересно почитать. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч. Всем пока-пока.